Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре комбик для электроакустических гитар Fishman Loudbox Mini. Мощность у этого комбика 60 Вт. В нем установлен динамик размером 6,5 дюймов и твиттер. Кроме того, он двухканальный, один для гитары, второй для микрофона. Канал для гитары обладает трехполосным эквалайзером, то есть низкие, средние, высокие частоты, гейн, реверб и хорус. Канал для микрофона имеет двухполосный эквалайзер, то есть только низкие и высокие частоты, гейн, реверб, а хоруса нету, и общий мастер. Кроме того, что немаловажно, есть вход для внешних аудиоустройств, причем как мини-джек, так и большой джек. И очень тоже важно для многих акустических гитаристов, это то, что у этого комбика есть выход на XLR, то есть он может работать как D-Box. На концертах очень удобно, сам комбик вы используете как монитор, а в пульт идет чистый сигнал с D-Box, то есть без всяких микрофонов, что очень неплохо. Итак, послушаем этот комбик. Будем снимать его сначала микрофоном, то есть мы послушаем, как звучит динамик. Он, конечно, полностью не передаст всю картинку, но хотя бы приблизительно. Динамик звучит громко, чисто и ясно, что, естественно, очень приятно. В первую очередь, такие комбики, конечно же, нужны для того, чтобы гитаристы, которые играют на акустиках, могли поиграть громко и могли послушать, как гитара их звучит не акустически, а именно через пьезозвукосниматель, потому что звук, естественно, отличается. Итак, трехполосный эквалайзер довольно сурово может влиять, собственно, на звук. Если, например, прибавить средних частот и задрать верха, и убрать низа, то звук получится такой уж очень пронзительный. Можно играть пальцами. Как слышно, мелодия стала гораздо громче. Не предлагаю вам так делать, предлагаю, наоборот, чуть-чуть завалить верха, потому что это скомпенсирует пьезозвукосниматель, который и так довольно яркий. Прибавить немножко низу, и, в общем, звук будет довольно приятный уже. Ну, во всяком случае, для меня он... Для меня он такой более сбалансированный, кажется. Кроме того, естественно, есть ручка гейна. Она обычно настраивается один раз под гитару, то есть нужно, чтобы звук просто не клипел. Здесь чуть-чуть больше половины, уже более чем достаточно, чтобы звук был ясный, четкий, нигде не проваливался и при этом не компрессировался достаточно сильно. Соответственно, на гитаре установлен тоже немножко больше половины уровня громкости. Этого более чем достаточно. Давайте послушаем, как звучит ревер. Без ревера вы уже послушали, звучит довольно скучно. На таких партиях, как вот похоже. Послушаем, как звучит, когда ревера меньше, чем половина. Уже лучше. Посмотрим, что будет, если его навалить совсем много. Ну, атмосферно, в зависимости от того, какое помещение, в котором вы играете, нужно будет его либо прибавлять, либо убирать. Ну и, соответственно, еще и от песни, конечно, зависит. Есть хорус, его как бы два вида. Первый называется mild, то есть умеренный хорус. Второй называется thick, то есть, видимо, плотный, насыщенный хорус. Давайте послушаем, что они в компании Fishman называют mild horus. Ну да, действительно довольно умеренный, не явно бросается в глаза. Попробуем его добавить на максимум, этот mild horus. Немножко более явно. Ну и послушаем, что такое thick. Да, уже такой поплотнее.
более явен на аккордах, на переборах так вообще, я думаю. Да, уже даже неприятное количество, тем не менее, опять же, на аккордовых каких-то штуках может быть и полезно. Ну а если совместить такое лютое количество хоруса с лютым количеством ревера, то можно играть какие-то такие более джазовые вставки, медленные и красиво. Потому что этот объем, соответственно, заполнит все разрывы между аккордами, все долгие перерывы без нот, и будет классно. Ну, микрофоном послушали, давайте теперь послушаем, как это звучит напрямую через DI. Итак, теперь я слышу все еще комбик через динамик, вы уже слышите его через D-Box. Соответственно, зачем вам это нужно? Прежде всего, конечно же, для концертов, потому что так вы будете посылать звукорежиссеру уже готовый сигнал через балансный провод, который уже прошел через преамп, прошел через эквализацию с ревером и так далее, с хорусом, может быть. И, соответственно, звукорежиссеру меньше мороки вас обрабатывать, да и есть больше шансов, что, послав ему уже готовый красивый сигнал, у вас и звук будет гораздо лучше, чем если вы просто подключитесь напрямую, надеясь, что вдруг звукорежиссер умеет настраивать вашу акустику. Ну что ж, послушаем, как это звучит. Итак, теперь у вас звук наверняка более чистый, чем был до этого, потому что вы, собственно, слышите сигнал, как он есть, как он зародился. Наш динамик здесь просто с плоским откликом нужен исключительно для мониторинга. И, собственно, это и главная задача таких комбиков, как я уже говорил, мониторинг вас на концертах, чтобы вы слышали свою гитару максимально хорошо и чисто. Ну что ж, послушаем, как приходит хорус уже напрямую через DI. Послушаем сразу thick chorus. С ревером звучит как-то. Звучит как-то вот так, надеюсь, хорошо. То есть очень классно, что есть D-Box, и этот комбик еще и концертный, а не только для репетиций. А теперь мы подключим микрофон. Подключили уже микрофон к нашему комбику. Записываем также через D-Box, как и до этого кусочек с гитарой. Послушаем, как работает фильтр высоких частот. И вот высокие частоты добавляются, уже аж свистят. Послушаем низкие частоты вот бубнят, вот их совсем нет, и мой голос окончательно теряет хоть какую-то насыщенность. Гейн также можно прибавить чуть-чуть и убрать. Это уже как вам нравится. И, соответственно, ревер для правильного ощущения подъезда можно добавлять до бесконечности. Итак, звучит комбик довольно-таки неплохо. У него отлично звучащий ревер, отличный хорус. Классно, что они вообще есть. Самые нужные для любой акустики эффекты. Есть выход на D-Box. Что мне не понравилось в этом комбике, это то, что он для такого компактного корпуса довольно много весит. 11 килограмм — это вместе с гитарой, там, не знаю, какими-то педалями, одеждой для концерта, это уже неподъемно просто на руках. Скорее всего, понадобится для перевозки машина или, там, не знаю, такси, тележка, не пойми что. Соответственно, это не критично, но, тем не менее, стоит учитывать, что он довольно-таки тяжелый.
Надеюсь, вам понравился обзор. Если да, то напишите нам об этом в комментариях внизу под видео. Если нет, то не пишите. Ну и кроме того, подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик. Вот это все то, что вы знаете лучше, чем я сам. Кроме того, не забудьте, что у нас есть канал «Живой уголок», на котором есть много интересных интервью. Не пропустите прямые эфиры, тоже подпишитесь на канал. До новых встреч! В руках по улице уже нужно или машина, Переносение. или переносение. Это переводит его в разряд практически недвижимого имущества. Давайте. Можете даже по кредиту залог брать. 7-килограммовый комбарь, его вместе с гитарой и педалбордом нести нереально. Надо просто быть успешным и иметь техников.